Здравствуйте, друзья! И сегодня я буду делать домик из пенопласта, бальзы и пластика для диорамы «Домик в деревне» в гостях у Кузьмича. Вы на канале Диорама из пенопласта. Меня зовут Сергей, а я приступаю к дому. Поехали! И первым делом я займусь фундаментом. У меня есть вот такой страшный кусочек пенополистирола, но не пропадать же добру. Из него я и вырежу имитацию фундамента. В дальнейшем нарежу на нем кирпичи, обозначу кирпичную кладку и пока его отложу, займусь стенами. Также вырежу их из пенополистирола, прорисую будущие окна и двери, скос крыши и пока все вырежу на одном куске. Так мне будет удобней. Итак, передняя панель дома готова. Теперь вырежу две боковых стены. На центральной прорежу окна и двери. И сделаю вставки из бальзы для оконных рам. Клею все клеем секунда и размещу эти вставки в проемы для окон. Сами эти вставки, и я не знаю, как они называются, буду вклеивать в проемы окон на клей ПВА. Держаться будет замечательно. Теперь обрисую всю стену на белом листе, вырежу и в дальнейшем этот лист приклею на обратную сторону стены. На этот лист я буду еще приклеивать обои, и с помощью этого листа я также закрою все перепады от бальзы до стены. А теперь нарежу из бальзы тонкие полоски, то есть это доски, и обклею центральную часть стены. Отрежу верх. Крышу я буду делать отдельно. Крыша будет у меня съемная. Давайте пока сделаю сам фронтон. То есть мне нужно его будет углубить, поставить его глубже в стену. Ну, как настоящий дом, естественно, соответственно. И сделаем разные красивые финчушки на нем. Разную резьбу фигурную. Ну, как-то вот так я задумал. Думаю, что все получится. Да, давайте посмотрим. Вырежу на этих кусочках вот такую извилистую линию. Потом я на них буду наклеивать бальзу. Это будет своеобразное украшение на лицевой стороне фасада. И коротенькие вот такие палочки. Их я приклею на полоску бумаги, а потом отрежу. И мне будет так удобнее их клеить по периметру вот этой резной вставочки. Я сделаю таких две. Они будут приклеены к фронтону по бокам. Мне кажется, будет так достаточно красиво. Теперь я немного усилю и выровню фронтон. Я приклею полоски бальзы снизу. Ну и постепенно перейду к верху. Наверху у меня задумано интересное решение. Сейчас покажу. А вот и мое интересное решение. Я распечатал на 3D принтере вот такие вот резные, скажем так, доски для украшения фронтона под крышу, то есть под сам шифер. Приклею их на полоски бальзы и покрашу. И думаю, я не знаю, рыжий, терракотовый, наверное, терракотовый. Ну и, естественно, пора покрасить сам фронтон. Возьму рыжий и по бокам голубым, а вот эти маленькие полосочки, тоже которые вклеены из бальзы по периметру резных этих кусочков пенополистирола, я покрашу белым. Все вот эти резные вставочки я покрашу терракотовой краской. Ну и, естественно, приклею все на место. И пока ее можно отложить. Крышей я пока заниматься не буду, буду заниматься домом.
Да, забыл. Надо приклеить чердачную дверь и установить из проволоки ручку. Покрашу ее алюминиевой краской. Краска от звезды. И в этом случае ручка будет выглядеть вполне реально. Ну и вот так это как-то будет выглядеть. Мне кажется, получилось неплохо. Продолжаем. Приклеиваю полоски бальзы внизу стены, то есть доски. Так делаю красиво. Ну и наличники вокруг двери. И, конечно же, продолжаем красить. Сначала желтым. Я выделил специально и покрасил окна, рамы зеленым, чтобы они как бы выделялись после покраски всего. Закрываю все эти вот проемы бумажным скотчем и крашу весь дом. Стены задней у меня не будет. Вы же представляете, что как бы там будет еще и внутреннее наполнение. Поэтому как бы я там стену убрал. Да, и крыша будет съемной, чтобы было удобнее смотреть. Теперь мне нужно будет приклеить обои. Обои я быстренько приклею. И нужно будет прорезать отверстие для окон. И также я распечатал на 3D принтере уголки пластиковые. Это будут наличники на окна и на двери. Распечатал также подоконники, чтобы как бы не заморачиваться с вырезанием их из бальзы одним моментом. Просто все сделал в 3D Builder и так проще. И приклеил на место. Шторы. Теперь занимаюсь шторами. Вот такой кусочек у меня материи есть. Отрежу кусочек проволоки. На нее я буду наклеивать вот эту материю. Сначала на 3 точки посажу на клей секунда, а потом с помощью клея ПВА буду делать на этой материи складки. Как бы шторы раздвинуты. Сверху еще сделаю, понять не имею, как называется, но где-то видел, вот сверху тоже будет такая материя, которая будет перекрывать гардины. Распечатал вставочки вот такие для гардин, которые будут приклеиваться к стене, а сами гардины будут из зубочисток. Я думаю, что зубочистки вообще как бы в тему подойдут. Вот эти пластиковые вставочки для гардин я приклею на зубочистки по бокам и потом покрашу их также алюминиевой краской от звезды. И вот уже шторы готовы. Пора их подкрасить и приклеить на место. Разместить над окнами. В этом мне поможет уже клей секунда. Вот так это будет выглядеть. Веселенько как бы. Давайте заниматься окнами, рамами и стеклами. Рамы я также сам сделал я в 3D Builder и распечатал на принтере. Стекла это пластик 0,3 мм. Подкрашу их в белый цвет, установлю стекла. Стекла я вклеивал на клей ПВА и уже как бы можно установить их в проемы для окон, для рам. А теперь резные наличники. Они сделаны также из пластика. Я скачал бесплатные 3D модели, так называемые лепнину уголков, и разместил их на своих наличниках. Сам бы такую красоту, конечно, я не сделал, поэтому я позаимствовал у хороших людей. Выглядит очень хорошо, якобы это резная древесина. Ну, то есть красиво, мне понравилось. Может быть, и вам понравится. Вообще программа Builder это, я не знаю, для младенцев, там потеряться негде. Ну а тем временем я добрался до фундамента. Нарисую кирпичики, а раствор, который будет между кирпичей, как обычно я сделаю из белого акрилового герметика. Добавлю в него пигмент от набора ZIP. Набор называется «Город», серый бетон, и промажу весь фундамент. Потом покрашу его, я не знаю, я не буду делать его терракотовым, то есть глиняным, красным не буду делать. Сделаю его якобы белый силикатный кирпич. Ну, потом немножко прокрашу, сделаю красоту, наведу красотень.
А пока сделаю крышу над крыльцом. Все это тоже распечатано на 3D принтере. И также распечатал замечательный такой вот шифер. Шифер мне очень понравился. Получилось достаточно реалистично. То есть все я это покрашу и склею. И будет готовый вход, будет крыша над крыльцом. Да, как-то вот так вот. Вот так вот как-то. Устанавливаю крышу на место, а место, конечно, у нее над крыльцом, клеиваю и занимаюсь самими ступеньками. Нарежу их из пенополистирола по сантиметру высотой. Вообще-то это масштаб 1 к 24. Я так и рассчитывал, что все размеры будут в масштабе 1 к 24. Все фигурки распечатаны также в масштабе 1 к 24. Из пенополистирола вырежу ступени, клею их между собой клеем титан, а вокруг оклею бальзой, зачищу, покрашу и также приклею уже к готовому, скажем так, фундаменту. И уже на фундамент я буду внутрь вклеивать полы в дом. Также сделаю и приклею готовые плинтуса. Это тонкие полоски бальзы. Прочерчу и намечу доски вдоль комнаты, внутри здания. Покрашу и внутри дома, и само крыльцо. Теперь мне нужно выделить доски. Я разведу рыжую краску с черным, очень жидко, и пройдусь на манер смывки по полу и крыльцу. Это придаст выделению каждой дощечки. А теперь влажной салфеткой пройдусь по каждой дощечке. Уберу излишки смывки. Будет неплохо. Теперь приклею дом на место. Ну, пока это не дом, это стены. Ну, наклей ПВА, соответственно. И прижму их, пусть подсохнет. А пока займусь перилами. Перила также из пластика. Покрашу черным, потом голубым, лимонным и белым. Я имею в виду акрилом. Поэтому такие окончания. На низ фасада, от крыши, а можно сказать на верх стены, я тоже приготовил такую резную пластиковую вставочку. Ее нужно также покрасить, приклеить и установить на место. Добавляю эту резную красоту наверх стен и по бокам также проклеиваю полосками бальзы. К ним уже будет крепиться крыша. Ну и, конечно же, приклеиваю перила к крыльцу, немножко подкрашиваю там, где слезла краска. И вот крыльцо вроде готово. А теперь хозяевам нужно где-то спать. Я распечатал и сделал сам в программе 3D Builder. Я это повторяю уже 153 раз. Вам, наверное, уже это надоело. Я ее сделал, распечатал. Я предполагаю, что вообще-то мне просто было интересно. А смогу ли я сделать ее на манер настоящий? То есть должны быть пружины, сетка. Хотя половина из этого видно не будет. Мне стало интересно. Смогу? Ну и давайте посмотрим. Сетка — это противомоскитная сетка. Я ее приклеиваю вот к этим специально сделанным уголкам и устанавливаю на кровать. Потом я ее покрашу зеленой, серой и алюминиевой краской. Давайте посмотрим, как я это сделал.
И вот такая как бы должна у меня получиться кроватка. Хозяева могли спать на ней в конце концов. И чтобы дужки кровати действительно выглядели как хромированные части кровати, я применил еще акриловую краску, называется белый жемчуг. Ну а теперь ватный матрас. Его я вырежу из пенополистирола. Также вырежу подушки, обрежу углы, зачищу, сделаю вмятины и покрашу его. Будет он у меня серо-белый, как у бабули. Наклею на него бумажный скотч, чтобы были ровные полоски, и покрашу серым. Это краска от Валеха. Потом еще возьму ручки. Ручки у меня специальные, гелевые, есть спиртовые. Ими я выделю полоски на матрасе и швы. И буду приклеивать матрас вот так наискосок, чтобы было видно и сетку, матрас, простынь, одеяло, ну и прочее. Подушки я оклею белой материей и потом немного подкрашу. И все приклеиваю на место. Да, вот такая постель у меня получилась. Постель. Пока она еще белесая, потому что клей не высох. Но в конечном итоге будет все окей. Окейушки. А я тем временем буду делать дверь. Вырежу ее из полоски бальзы, обклею, сделаю красивую. Также я распечатал специальные большие петли, такие воротные, гаражные, которые будут держать данную дверь. Их будет 3 петли. Я их покрашу, дверь покрашу, немножко состарю, но это сухой кистью, белой краской. И приклею дверь на место. Ручки из медной проволоки тоже покрашу алюминиевой краской. Прокрашу болты, выделю их, замок, ну и личинку для ключа. То есть, как бы, все, что должно быть на двери. И, как бы, дверь будет готова. Дверь можно ставить на место. Вот так она будет выглядеть. По мне так вообще супер. А теперь я занимаюсь наполнением для дома. Так, стулья, мебель, явства, разные тарелки, печка и прочее. Стулья — это пластик по бокам, а сиденье и спинка — это бальза. Стол я распечатал полностью, покрашу только ножки, потому что он будет сверху закрываться скатертью. Обработаю немного и уберу краску с пола. То есть пол такой вытертый, как бы так и должно, я так полагаю, люди же ходят по нему все-таки. И светло-желтой краской, даже, наверное, лимонной, прокрашу вот эти вытертости, так сказать, потертости, вытертости. Теперь займусь столом, приклею скатерть. Кстати, эта материя — это платок. Платок, ведь я унес из семьи платок. Этот платок будет скатертью. Я его обработаю клеем ПВА, разведенный с водой, и просто сверху приклею к столу. Будет замечательная скатерть. Потом сделаю полку для посуды. Посуду я также, тарелочки, я распечатаю из пластика. И вот так это будет выглядеть. И, ну и, конечно же, покрою лаком, чтобы все блестело. А потом печка. Печка из полистирола. Пена полистирола. Сделаю ножом имитацию кирпичей, кладки кирпичной. Продавлю еще дополнительно ручкой. Покрашу сначала серым, а потом терракотовой. Ну и это не все. Печку еще нужно побелить. Это я сделаю с помощью белого акрилового герметика.
распечатаю на принтере варочную пластину, там панель или где там что варят, варочную пластину, дверки и заслонку покрашу черным и покрою металликом. Вырежу нишу для этой вот панельки, ну и, конечно же, все приклею на место. А теперь, ну как они живут без часов? Сделаю часы с кукушкой, распечатаю циферблат на обыкновенном принтере, также распечатаю из пластика корпус самих часов и покрашу их золотистой краской. Из шелковой нитки сделаю как бы имитацию цепочки, а из кусочков зубочистки, вернее шпажек, сделаю гирьки. Стекло на часы я буду наносить с помощью бесцветного лака для ногтей. Замечательно ложится на краску принтера и не размывает ее. А теперь горшочки для цветов. Ну, они уже готовы, покрашены и покрыты лаком. Цветы я буду делать, вот я заказывал на AliExpress разные вот насаждения, цветочки, кустики. Их я и применю для цветочков в горшках. Теперь расположу на столе все то, что я до этого уже сделал, как бы распечатал. Это курочка, это овощи и фрукты, кувшин с молоком, кружечки, котелочек вот этот вот, вернее чугунок с картошечкой. Ну вот как-то вот так, очень вкусно. А теперь установлю горшки с цветами на подоконник. Красота! Отлично смотрится на подоконниках цветочки. А вот один из главных персонажей. Это не хозяин дома, это его сын, это сын Кузьмича. Он приехал в гости. Он приехал в гости с семьей. На улице будут еще его дети и жена. А он выглядывает на улицу и смотрит, как же там играют его дети с дедом. Но этого уже увидите на диораме. А пока располагаем стол со всеми явствами. Ну, гости же приехали. В углу, в самом как бы уголке, вот у окошка, ставлю стулья. Устанавливаю кровать на место. Приклеиваю часы с кукушкой над кроватью. Они привыкли уже. Тикает там где-то сверху. Они уже и не слышат. Печка. Печка. Я сначала хотел, чтобы крыша была как бы вклеена. Распечатал вот такие вот листы с шифером. Замечательно получилось. Мне очень нравится. Я первый раз их делал. Они прям в тему подойдут. Поэтому мне придется печку потом отрезать. Вернее, отрезать трубу от печки. Ту часть, которая будет выходить на крышу, и сама печка с трубой, которая находится в светлице, в светелке, скажем так. И так как есть печка, значит на пол нужно положить металлический лист от углей. Украшу сразу задние стенки, заклею их полосками бальза и покрашу. А также у меня есть вот хозяйские сапоги. Покрашу их черным, запылю и поставлю у двери. Теперь размещаю эту металлическую пластину у печки и отрезаю трубу, то есть под самую крышу. Закрашиваю вверх и вклеиваю ее на место. А вот и хозяйка с ухватом и чугунком. Вообще-то раньше она была охотником на зомби. Она была в таком комбинезоне, избитой в руках. Пришлось ее переделать. Видимо, это хобби у нее такое. Свободное от хозяйства время она охотится на зомби. Ставлю хозяйку около печки. Якобы она сняла чугунок. И размещаю над печкой полку для посуды. Потом беру вот такую палочку, это палочка от мороженого, да, бывают такие толстые палочки, покрываю их белым акриловым герметиком, и получается якобы имитация коры, делаю черные полоски, имитирую березку, нарезаю, колю дрова и выкладываю около печки, чем-то надо топить печь, и плавно перехожу на крышу. Особо утяжелять потолок я не буду. Сделаю из двух полосок бальзы. Это 2 мм. Соединю их между собой. Отрежу по размеру крыши. И буду укреплять уже фронтоном и стропилами. Давайте смотреть. Тут ничего сложного нет.
Да, единственное, что я распечатал вот такие уголки. Это будут направляющие для потолка, а заодно они заменят потолочный плинтус. Покрашу все, ну и займусь уже самой крышей. Вот беру фронтон, я специально уже нарезал из штапиков вот такие палочки. Они будут у меня имитировать стропила, то есть перекрытия разные и прочее. Кстати, наверняка, может быть, что-то я называю даже неправильно. Ну, строители и так поймут, о чем разговор. А не строители, как я, мне кажется, им вообще по барабану, что и как называется. Главный результат. Продолжаем на крышу. Загогулину такую я приклею к фронтону и сразу наклею его на потолок. Заднюю стенку тоже я усиливаю немножко вот этим штапиком. Вклеиваю оставшиеся стропила на крышу. Ну и все прокрашиваю. Теперь приклеиваю вот такие поперечные полосочки, досочки, на которые будет крепиться сам шифер, вплоть до конька. Конечек я также проклеиваю сверху. Приклеиваю пластиковый шифер, а на сам конек наклею алюминий тонкий. Это от контейнера для запекания. Покрою его, покрашу алюминиевой краской. Краска в цвет алюминия. Это производитель Звезда. Сам шифер покрашу серым, пройдусь немного белым, забелю, а потом на манер смывки, очень жидко разведенной черной краской, выделю все переходы шиферные. Ну и пройдусь немножко промеж рифлей. Но крыша же не может быть идеально чистой. Вклеиваю трубу на крышу, ну и немножко подкрашиваю. Продолжаю все подкрашивать. Ну и как-то вот так. Теперь займусь наполнением. А осталось мне приклеить собачку на крыльцо, девочку, старшую дочь сына хозяина, которая вышла на крылечко посмотреть, как играют ее братья и сестры, кошку и установить крышу на место. Вот, в принципе, и все. Дом готов. Давайте посмотрим, что же я натворил в этот раз. А мы с вами не прощаемся. До встречи, но уже на диораме. И вам всех благ, удачи, а главное здоровья. Берегите себя.